Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о мануле. Что мы знаем о нем? На самом деле практически ничего. Манул – загадочный и привлекательный кот. Даже простые рассказы и заметки о нем всегда вызывают интерес. Так давайте же посмотрим манулу в желтые глаза и расспросим о тайнах его жизни. Поехали! Своим открытием дикий кот Манул обязан германскому ученому-натуралисту Питеру Палласу. По его имени он и получил свое научное название. Открыл и описал вид естествоиспытатель в 1776 году при исследовании прикаспийских степей. Этот хищник семейства кошачьих относится к одному из древнейших животных планеты, которого практически не коснулись эволюционные изменения. А Манул – монгольское название этого животного, укоренившееся в русском языке. Манул – обитатель солнечных, сухих, безлесых районов Центральной Азии. Живет в диапазоне высот от 450 до 5000 метров над уровнем моря. Весь обширный ареал вида занимает огромную, самую жесткую по условиям жизни территорию Азии с годовой разницей температур около 100 градусов. Манулу и мороз, и жара, и отсутствие воды не страшны. От Закавказья на западе до Большого Хингана на востоке и Гималаев на юге. В Россию заходит несколько языков северной части ареала в пределах степной зоны Алтая и Тувы. Обитают в Монголии и Китае, Узбекистане, Таджикистане, Иране, Туркмении и Афганистане. И в Забайкальском крае манул занимает значительную часть степных местообитаний, но на северо-востоке из-за многоснежья ему доступны далеко не все степи. Установлено, что граница распространения вида проходит по средней за многолетний период линии с максимальной глубиной снега до 17 сантиметров. Манул не любит глубокий снег. А почему, спросите вы? Рысь, кошка и снег ей нипочем. Тут все просто. Лапы у манула, в отличие от рыси, короткие, а выносливости для дальних рейдов нет. Не в этом направлении он эволюционировал. В рыхлом снегу приходится волочить лапы, а в плотном многие из грызунов недоступны, поскольку кормятся в снежных ходах и на поверхность почти не показываются. Постоянно жить при большой глубине снега манул не способен. Интересно, как повлияет на манула у этих северо-восточных пределов его ареала глобальное потепление? Если оно добавит снега, то манул отступит к югу. Если уменьшит, то распространится вслед за наступлением степей к северу. Манул избегает лесов и густых кустарников, где бывает только проходом, при кочевках и расселении. Не любит он и высокотравной степи. Такие места несут угрозу пожара, от которого манулу не убежать. К тому же густой травостой создает коротколапому коту дискомфорт при перемещении. С большой охотой манул заселяет редкотравные открытые равнины и предпочитает изрезанные оврагами склоны сопок, каменистые осыпи, скальники. Да, скальные участки – ключевые места обитания манула, изобилующие удобными укрытиями, разнообразными условиями и населенные пищухами и другими грызунами. И часто бывает, что от количества грызунов зависит и численность манулов. Также эта порода имеет еще и латинское название – атоскалобас, что в переводе означает «короткое ухо». И с этим не поспоришь. У животного действительно маленькие ушки. На фоне объемной густой шерсти они просто теряются. Да и характерный облик этого кота невозможно спутать ни с каким другим представителем семейства кошачьих. Размером с домашнюю кошечку манул отличается густым серовато-коричневым мехом, низко посаженными округлыми ушками, отчего голова кажется плоской, толстым пушистым хвостом, характерными темными полосами по бокам морды и поперек туловища, кольцами на хвосте, а также мелкими, темными, словно рассыпанными по лбу, пятнами. На щеках зверька еще более длинные волосы, густые бакенбарды. Меховая шубка манула, бесспорно, самая густая и пушистая среди всех представителей кошачьих, а под шубкой плотное, сильное, мускулистое тело. Длина манула от кончика носа до кончика хвоста около 80 сантиметров. Хвост составляет почти треть, около 25. Весят звери в среднем 4 килограмма, перед зимой до 5.
или немного больше. Самцы лишь незначительно превышают по размерам самок, но это не всегда заметно. За зиму в суровых условиях манулы теряют около 30% массы тела. Манул – мастер маскировки. Казалось бы, в открытых местах зверь должен быть заметен, но в действительности увидеть полосого кота в природе – непростая задача или большая удача. Даже люди, постоянно живущие в местах обитания манула, очень редко замечают его. Следов этот кот оставляет мало, голос подает редко и негромко, только в период гона. В случае опасности полосав кот старается затаиться, да еще и распластаться по земле, прижав к телу длинный мех. Притаившийся манул с его маскирующей окраской становится совершенно незаметным на фоне камней и травы. Если не повезет увидеть его желтые глаза, пристально наблюдающие за вами, то можно пройти в паре шагов от зверя и не обнаружить его. Даже на снегу манула легко потерять из виду. Кот распластывается так, что напоминает проплешину или неподвижный камень. Идущий или сидящий манул, увидев опасность издалека, постарается незаметно убежать к ближайшему укрытию. Если его застали врасплох или лежащим в засаде у норы пищухи, то он затаится, максимально прижавшись к земле или снегу. В открытой степи любой вероятный враг прежде всего заметит движущиеся объекты, поэтому затаившийся манул имеет все шансы выжить. Это одно из его преимуществ, помогающих успешно существовать миллионы лет. А какие у него глаза! Взгляд покоряет. Мистический, глубокий, очень умный. Интересно то, что зрачки у манула считаются тигриными, впрочем, как и у всех больших кошек, поскольку имеют круглую форму, чем и отличаются от основных домашних сородичей. Они имеют желтоватый цвет, более круглую и выпуклую форму. Отличие также в том, что они более широко расставлены друг от друга. Спрятавшийся манул смотрит не просто на вас, а вам в глаза, и как только встретится с вами взглядом, то сразу понимает – разоблачен. Ах, досада, словно говорят его глаза. Кот начинает отводить взгляд в сторону и искать момент для побега. Поскольку в степи частые ветра и температура воздуха обычно повышена, то глаза у манула развиты так, что они очень часто мигают. Это защищает их от пересыхания. Многие слышали, что манул неприручаем и очень агрессивен. Все познается в сравнении. Если думать, что если он небольшой и пушистый, то обязан быть как домашние кошечки. Но это не так. Манул серьезный, дикий кот, живущий в очень суровом климате. Если сравнивать со львом или ягуаром, вопросы отпадают сами собой. Клыки и когти, которые намного превышают размер обычной домашней кошки, у него неспроста. Если они почуют что-то недоброе или им это покажется, то они вполне способны постоять за себя. И на самом деле манул опасное животное скорее для грызунов, особенно на свободе. Он любит одиночество, поэтому больше предпочитает скрываться в скалах или норах, и не нужно его беспокоить понапрасну. Делаем вывод: сам по себе манул имеет спокойный и добрый, и скорее скрытый нрав. Образ жизни и поведение манула своеобразны. Это одна из самых малозаметных кошек открытых ландшафтов, мастер маскировки и сторонник малоподвижного образа жизни. И основными объектами питания манула служат колониальные мелкие зверьки, главным образом пищухи, песчанки и некоторые полевки. Как правило, он караулит их, неподвижно затаившись у входа в нору. В таком положении манул может проводить много времени, не привлекая к себе внимания. Зависимость манула от грызунов – это его преимущество. При исключительном умении долго и неподвижно ожидать и молниеносно ловить чуть показавшуюся жертву, бегать много не надо. Вышел после сна, пробежался сотню-другую метров и у ближайшей понравившейся норы лег. Полежал часик-другой, если никого не поймал, размялся пару десятков метров и опять лег. Кто же из врагов его такого малоподвижного заметит? Манулы мужского пола имеют немалый
индивидуальный участок. Коты не особо охраняют его от конкурентов, но метят, обозначая свое присутствие. При обилии корма манулы вообще почти не обращают внимания на сородичей, лишь сохраняя личное пространство и гордый индивидуализм. К марту, как и положено котам, у манулов просыпается страсть. Как пригреет февральское солнце, так и начинают самцы бегать в поисках самок. Кошки же не суетятся, посиживают на пригорке у норы или на выступе скалы и покрикивают ненавязчиво и негромко, оповещая о своем присутствии. В брачный период случаются и драки между самцами, но не часто. Самки тоже порой проявляют агрессивность. Уж за удобное место под солнцем, понравившееся логово, стоит подраться и прогнать конкурентку или чрезмерно ненавязчивого ухажера. Как и все кошки, манул ленив и не утруждает себя рытьем нор. Повсеместно пользуется любым укрытием, но для логова самка выбирает самое укромное место. В голой степи заброшенную нору, желательно очень узкую, например, нору корсака или тарбагана. А в каменистых местах удобную нишу между камней. Важно, чтобы котята были недоступны для непосильных для манула хищников, например, толстокожего барсука или волка, беркута или филина. На участках, где есть не только норы, но и скалы, каменные россыпи, самки отдают предпочтение последним. А если есть и другие удобные жилища, такие как остовы брошенной сельскохозяйственной техники или давно заброшенные, построенные как будто в помощь манулам, другие постройки. В таких местах, как и в скалах, не жарко, и есть множество дырок, убежищ, лазов, обширных ниш, невидимых сверху. Здесь котята играют и обучаются навыкам хищника в большей безопасности, чем у норы на голом пятачке земли. Все дикие звери знают, что запах чужих детей – это запах больших неприятностей, поэтому обычно обходят чужое логово стороной. Совсем безумным надо быть, чтобы попытаться ввязаться в драку с защищающей детей матерью-манулом. Но есть угроза для котят, от которой самка защитить не успеет. Воздушные хищники. От них спасет только надежное убежище и быстрая реакция. Котята чаще всего появляются на свет во второй половине апреля. У некоторых самок, прежде всего годовалых или вовремя не набравших вес, роды могут пройти и в июне. В помете бывает до 8 котят, но чаще от 1 до 6. Чем лучше состояние самки весной, что зависит от ее возраста, здоровья и обилия корма, тем больше будет котят. В сытые годы самки растят в среднем 4 котенка, а в голодные 2. А многие вообще остаются без потомства, обеспечивая собственное выживание. Глаза у манулят открываются на 11-14 день после рождения. Сначала они небесно-голубые, а с месячного возраста начинают быстро менять цвет на желтый. После родов мать очень щепетильно соблюдает меры предосторожности у логова, не натаптывает траву, не оставляет остатков пищи, ведет себя скрытно. Прежде чем уйти на охоту, внимательно осматривается и прислушивается, нет ли опасности. Такое поведение самки делает логово неприметным, но только до тех пор, пока котята не начнут выходить наружу и не набегают игровые площадки. На охоту кошка-мать выходит 1-2 раза в сутки, но это пока детенышам достаточно молока. Стоит им попробовать мясо, что происходит обычно на исходе первого месяца жизни, то тут уже только успевай носи, и с каждой неделей все больше и больше. Вот уже мелких полевок или детенышей пищух и сусликов нужно несколько для одного приема пищи. Удастся поймать добычу побольше, значит сполна хватит для разового насыщения всего выводка. Первый раз манулята выбираются из логова наружу примерно в 1,5 месяца. Сначала делают это неуклюже и забавно. Манулы в целом не любят бегать и высоко прыгать. Даже детвора, присущая всем кошкам шустрость и проворность, приобретает медленно. Их игры порой напоминают замедленное кино, и все эти забавы вырабатывают в них одно незаменимое качество – молниеносную реакцию, быстрый и точный первый бросок.
Недолго длится беззаботное детство у маленьких манулов. К 2-месячному возрасту им предстоит выйти в первый поход. Котята привыкли, что находятся под защитой родного дома, его стены, крыши, даже когда остаются одни. Но мать зовет с собой, и нельзя слушаться, от этого зависит их жизнь. В ужасе бегут неуклюжие дети гуськом за самкой. Сверху все время открытое небо, нос забивают пыльца и незнакомые запахи. Трава мешает идти и бьет по глазам, заплетаются лапы. Ближе к 3-месячному возрасту котята уже не боятся ходить по степи с матерью и радостно бегут за ней при первом же зове. Иногда вся семья уходит от логова на сутки-двое, а потом вновь возвращается. Это уже старшие классы школы жизни. Молодые манулы знакомятся с местностью, учатся отличать страшные, но и безопасные звуки, узнают по виду и голосу окружающих птиц, по окраске и вкусу насекомых, подражают поведению матери. И вот наступает этот день. Мама манул покидает своих повзрослевших детей навсегда. Она устала, исхудала, а теперь, исполнив сполна материнский долг, должна позаботиться и о себе. Впереди зима. Оставшиеся у логова манулы подростки остались одни. Кого-то уже нет, ушел сам. Некоторые уйдут почти сразу после исчезновения матери. Но какие-то останутся и будут ее ждать с неделю, а потом наведываться сюда еще и еще. Так, одиноким вечерним зовом котенка-подростка, навсегда прощающегося с родной скалой, заканчивается детство у манулов. Впереди полная опасностей самостоятельная жизнь. В это время молодым манулам еще не достает трети или четверти до размера взрослых, но опыта им не хватает намного больше. Зима в Забайкалье и по всему северо-востоку ареала манула длинная и морозная. Готовиться к ней надо основательно. Вслед за похолоданием шуба манула становится толстой и теплой. Пробуждается жор, зверский аппетит. Пищи зимой всегда меньше, чем летом. В октябре на долгих полгода ложится в спячку суслик, а многие из полевок впрок запасают питательные корма в подземные кладовые, поэтому реже выходят наружу. Ни насекомых, ни ягод. Птиц и тех очень мало. Все потенциальные жертвы к зиме уже опытные и просто так в зубы хищнику не даются. Их нужно перехитрить. Любая охота требует много времени и терпения, но холостых охот зимой больше, чем летом. Перед охотой или днем, когда пригреет солнышко, манул обязательно посидит на вершине земляного бугра у норы. Солнце манул любит, а тут можно погреться и осмотреться, а в случае чего юркнуть в нору. В середине зимы, если приближающееся истощение не заставляет предпринимать отчаянные рейды, манулы ходят очень мало, в среднем около километра за сутки. Кто-то вылезет из норы, чтобы всего лишь справить нужду, кто-то пройдет несколько сотен метров до ближайших нор грызунов или посетит пару колоний даурской пищухи, а затем опять в нору. Вот и получается, что 1,5-2 самых холодных месяца манул живет в основном за счет накопленного жира. С начала февраля едва ослабеют морозы, манулы активируются, чаще начинают охотиться, а самцы еще и обследовать территорию в поисках мест размещения самок. Вновь приближается весна, время продолжения рода. Бывает и совсем трудно. Если манулу пришлось из-за голода пуститься в путь посреди зимы, то тут как повезет. Получится быстро найти неплохую колонию пищух или полевок, значит выживет. Нет, погибнет на чужбине от истощения и холода. Самые трудные для манулов зимы те, во время которых и корма на больших пространствах мало, и снега много. В такие зимы истощенные манулы теряют страх и приходят в села или на животноводческие стоянки, пытаясь найти съестное возле человека, но сами чаще попадают в зубы собак. И гибнут, особенно неопытные молодые манулы. А скольких уничтожили браконьеры. Уменьшаются популяции по естественным причинам. Ежегодно сокращается кормовая база из-за повсеместного уничтожения грызунов. Много молоди погибает от крупных хищников и инфекционных болезней. Плохое влияние на численность
численность котов оказывают зимы с большим количеством снежных осадков и гололедицей. Люди пытаются восстановить популяцию в зоопарках, но это не про Манула. Он настолько свободолюбив, что получает сильнейший стресс, и случаи размножения Манула в условиях неволи можно сосчитать по пальцам. Плюс у них иммунитет не подготовлен ко многим болезням вне его ареала. Есть примеры и правильного восстановления. В Забайкальском крае живет самое большое количество манулов, где находится многолетний центр изучения и сохранения этих кошек – Даурский заповедник. Сотрудники заповедника во главе с Вадимом Евгеньевичем Кирилюком сумели восстановить популяцию этих красивых кошек, да и не только их, а также дзерена – это забатая антилопа, и монгольского сурка Тарбагана. И как всегда есть простая истина, относящаяся к такому хрупкому живому организму, как природа. Почти 6 миллионов лет манулы успешно существуют на планете, и все у них будет хорошо, если человек только по небрежности или незнанию не прервет их путь. Путь неторопливого, сурового кота с неповторимым взглядом. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.